Гробница Александра Македонского – величайшая археологическая загадка или легенда, скрытая под мечетью. История знает немало великих завоевателей, но лишь единицы сумели изменить карту мира так, как это сделал Александр Македонский. За каких-то 13 лет он создал крупнейшую империю античного мира, от берегов Адриатики до Индии. Его имя стало легендой еще при жизни, но есть один парадокс, который уже больше 2000 лет не дает покоя историкам и археологам. Мы прекрасно знаем, где проходили его битвы, можем проследить маршрут его походов буквально по дням, однако до сих пор никто не может с уверенностью сказать, где находится его могила. Как такое вообще возможно? Неужели тело самого знаменитого правителя древности исчезло без следа? Начать стоит с того, что Александр родился в семье, где происхождение было делом не только политики, но и мифологии. Его отец, царь Македонии Филипп II, считал свой род потомками легендарного Геракла, а мать Олимпиада уверяла, что происходит от Ахилла, величайшего героя Троянской войны. В античном мире подобные заявления были обычным способом подчеркнуть законность власти, хотя никто не воспринимал их так историческое понимание. Сам Александр довольно быстро превзошел своих знаменитых предков. На Востоке его называли Искандером Двурогим. Такое прозвище связано вовсе не с унебычной внешностью. После посещения египетского оракула бога Амона его начали изображать с бараньими рогами, символом этого божества. Именно поэтому на многочисленных древних монетах можно увидеть Александра с небольшими загнутыми рогами. Позже этот образ перекочевал даже в восточные легенды и Коран, где упоминается загадочный правитель Зуль-Карнайн, двурогий. Ученые до сих пор спорят, действительно ли речь идет именно об Александре, но такая версия остается одной из самых распространенных. К 32 годам Александр успел покорить огромные территории, уничтожить державу ахеменидов, крупнейшую империю своего времени, основать десятки городов, самым известным из которых стала Александрия в Египте, и фактически изменить ход мировой истории. Казалось, впереди еще долгие годы правления, но летом 323 года до нашей эры все внезапно закончилось. После одного из многодневных пиров в Вавилоне Александр почувствовал себя плохо. Началась сильная лихорадка. С каждым днем ему становилось хуже, пока через 2 недели он не умер, не дожив всего месяц до своего 33-го дня рождения. Что именно стало причиной смерти – вопрос, который историки обсуждают уже более 2000 лет. Самая популярная версия XIX века – отравление. Она отлично подходит для исторических романов, ведь после смерти Александра его полководцы действительно начали ожесточенную борьбу за власть. Однако большинство современных исследователей относятся к этой гипотезе довольно скептически. Симптомы, описанные античными авторами, плохо соответствуют действию известных древних ядов. Сегодня ученые чаще рассматривают естественные причины. Среди возможных диагнозов называют брюшной тиф, малярию, тяжелую форму воспаления поджелудочной железы, вирусную инфекцию или осложнения после многочисленных боевых ранений. За годы походов Александр получал настолько серьезные травмы, что несколько раз его считали погибшим прямо на поле боя. Некоторые медики даже предполагают редкое неврологическое заболевание – синдром Гиена-Барре, при котором человек постепенно теряет способность двигаться, оставаясь в сознании. Но установить истину уже невозможно. Никаких останков, которые можно было бы исследовать современными методами, у науки нет. После смерти началась не менее удивительная история. Согласно древним источникам, Александр хотел быть похороненным возле храма Амона в египетском оазисе Сива. Именно там несколько лет назад жрецы провозгласили его сыном Бога.
Для Александра, который все больше воспринимал себя не просто царем, а избранником небес, это имело огромное значение. Однако его последняя воля так и не была исполнена. Вместо торжественных похорон началась настоящая политическая война. Империя осталась без наследника, а ближайшие полководцы, диадохи, что буквально означает «преемники», принялись делить огромное государство. Пока они воевали друг с другом, тело Александра почти 2 года находилось в Вавилоне. Затем для него изготовили невероятный погребальный катафалк. По описаниям античных авторов, это был настоящий передвижной дворец на колесах, украшенный золотом, колоннами, статуями и драгоценными камнями. Современники называли его одним из самых великих инженерных сооружений своего времени. Но до Сивы Кацессия так и не добралась. Правитель Египта Птолемей понимал, что обладать телом Александра значит получить мощнейший символ законности собственной власти. Он фактически перехватил похоронную процессию и перевез останки сначала в Мемфис, а затем в Александрию, город, основанный самим Александром. Именно здесь начинается главная загадка. В течение нескольких столетий гробницу Александра посещали самые влиятельные люди древнего мира. Известно, что туда приходил Юлий Цезарь. Император Август, по словам историков, даже прикоснулся к телу завоевателя и случайно повредил ему нос. Позже мавзолей посещали Калигула, Септимий Север и Каракалла. Последние достоверные упоминания относятся к III веку нашей эры. После этого гробница словно растворяется в истории. Почему? Вероятно, виноваты многочисленные землетрясения, разрушение Александрии, изменение береговой линии и перестройка города. За 2000 лет древняя столица буквально оказалась погребена под современной застройкой. Некоторые исследователи считают, что место захоронения Александра находится под мечетью пророка Даниила в центре Александрии. Эта гипотеза существует уже несколько столетий. По воспоминаниям европейских путешественников XIX века, некоторым из них якобы удалось увидеть в подземельях древний саркофаг. Однако никаких научных доказательств этим рассказам нет. Археологические исследования под действующей мечетью практически невозможны, поэтому проверить легенду пока нельзя. Есть и другая загадка. В Британском музее хранится великолепный египетский саркофаг из черного камня, который долгое время считали возможной первой гробницей Александра. Позже выяснилось, что он принадлежал последнему независимому фараону Египта Никтанебу II. Тем не менее, некоторые историки предполагают, что именно этот саркофаг Птолемей первоначально мог использовать для временного захоронения Александра. Доказать эту версию пока также невозможно. Поиски продолжаются и сегодня. Одни археологи изучают затопленную часть древней Александрии, ушедшую под воду после серии землетрясений. Там уже обнаружены дворцы Птолемеев, древние гавани, статуи и остатки храмов. Другие продолжают исследовать оазис Сива, ведь именно там Александр хотел быть похороненным. В конце 20 века неподалеку действительно нашли крупный архитектурный комплекс, однако убедительных доказательств его связи с македонским царем пока не существует. Периодически появляются и более экзотические версии. Одни ищут гробницу в Северной Македонии, рядом с царскими усыпальницами династии Аргиадов, другие в районе древнего Вавилона, на территории современного Ирака, третьи связывают ее с монументальным комплексом на горе Нимрут в Турции. Но ни одна из этих гипотез пока не получила подтверждения. Существует и еще одна причина, по которой найти останки Александра может оказаться невозможно. В поздней античности почитание реликвий было чрезвычайно распространено. Если гробница действительно была разграблена, останки могли быть утрачены или разделены еще в первые века нашей эры. Кроме того, нельзя полностью исключить, что древние авторы ошибались в деталях погребения, или часть истории была сознательно превращена в легенду. И все же возникает вопрос, изменит ли что-нибудь обнаружение гробницы?
Безусловно, для археологии это стало бы открытием масштаба гробницы Тутанхамона. Современные методы исследования позволили бы узнать о здоровье Александра, его происхождении и, возможно, даже приблизиться к разгадке причины смерти. Но вряд ли сама находка изменит его место в истории. В конце концов, величие Александра никогда не заключалось в саркофаге или мавзолее. Его главное наследие – это города, которые существуют до сих пор, распространение греческой культуры на огромной территории Евразии и мир, который после его походов уже никогда не был прежним. А место, где покоится человек, изменивший историю, возможно, еще ждет своего часа. И именно эта неразгаданная тайна делает историю Александра Македонского еще более захватывающей.